Здравствуйте, зрители нашей передачи «Точка кипения», которая выходит на канале «Вестник Кавказа». Я Эльмар Гусейнов, ведущий. Сегодня с Максимом Шевченко хотел бы обсудить тему животрепещущую. Во всяком случае, до ноября она точно будет трепыхаться. Живо трепыхаться. Живо трепыхаться. Это битва за пост президента Соединенных Штатов. Между президентом Соединенных Штатов и Господом Богом, как известно, только российские ракеты. И от этого зависит вроде бы какие-то судьбы мира. Но если ты позволишь, я сделаю маленькую преамбулу. Я тебя попрошу просто об этом. Да? С огромным таким пиететом попрошу. Что интересно, вот лично для меня во всем этом интересе общественности, в частности российской общественности, к тому, что происходит на американской площадке предвыборной. Это то, что уверенность существует у наших интеллектуалов, возможно, и политиков. Мне трудно за них сказать. Они очень скрытные люди. И вообще у мыслящего слоя российского населения уверенность в том, что от выбора между Трампом и Байденом многое зависит. На мой взгляд, за последние 30 лет в стране активно сформировалось, ее и формировали такое конспирологическое представление о человеческой истории, в частности современной, о том, что происходит в жизни народов и государств. Что можно поставить какого-то другого человека, и он заставит такую страну, как Соединенные Штаты, например, взять и развернуться, хотя бы немножко, в сторону такой страны, как Россия, с ее реальной современной политикой. Откуда это все идет, мне трудно сказать. Но я как историк и журналист международный хотел бы вот сейчас, перед тем, как спросить Максима, высказать свою уверенность, свое понимание в том, что ничего от одного этого человека, пускай даже на очень мощной, великой должности, великой, потому что великие средства в руках человека у президента Соединенных Штатов, материальные в первую очередь, не зависит на самом деле. Соединенные Штаты – это сложная страна, в которой существует парламент из двух палат, в которой существует отдельно назначенный и выбранный Верховный суд, который способен отменить любой закон или решение, принятое в этой стране. Существует прокурор генеральный Соединенных Штатов. Много всего существует. Существует правительство 50 штатов с лишним. И немножко наивно вот это наше ожидание. Я скажу наше, хотя я не ожидаю. Но я вместе со всеми все равно. Наше ожидание от того, что может сложиться так, что мы с этим человеком договоримся, а с предыдущим договориться не смогли. Вот как ты считаешь, Максим, это мое представление о неправильности такой позиции, оно верное? Или ты вместе с теми, кто считает, что избрание Трампа, предположим, серьезно изменит для нас, может быть, не скажу в лучшую сторону, но как-то объективную положительную сторону взаимоотношения Соединенных Штатов и России, и отношения Соединенных Штатов к тому, что происходит, предположим, сейчас в мире вокруг России. Я даже не буду говорить в Восточной Европе, а в мире вокруг России. Все, я замолчал. Твоя прекрасная преамбула, она исходит из нескольких предпосылок. Первое, ты считаешь, что у руководства самой могущественной державы мира гуманистические или утопические мотивы формируют его политику. Я абсолютно это исключаю. Я считаю, что это чисто прагматика, которая вызвана экономикой и интересами элит, как внутри Америки, так и вовне Америки. И из этого происходит политическая позиция. То есть, по большому счету, им плевать, гибнут на Украине или в России люди или не гибнут. Гибнут они во Вьетнаме или не гибнут. И так далее, и так далее, и так далее. Им важны только американские интересы.
И у демократов, и у республиканцев разные взгляды на эти интересы. Украина для них это просто элемент шахматной доски, огромной шахматной доски, на которой вот есть определенные расклады. И подходы демократов и подходы Трампа, который символизирует такую радикальную часть республиканцев, они абсолютно различаются относительно Украины, относительно Ближнего Востока, относительно многих частей света, относительно Венесуэлы той же самой, относительно Европы, например, и так далее. Грубо, я вот огрублю, в чем разница? Республиканцы – это империалисты. Их концепция всегда была, есть и будет, это две старых партии, могучих партий, которые идут фактически, ну и там Тори, значит, объединились с этими в начале 19 века, но фактически вот от основания США идет дискуссия, что Америка это республика или демократия. Это на самом деле для профанов одинаково звучит, но это разные формы политического управления. И они, демократия, это больше опора на персональную как бы вот там позицию граждан, да, власть народа, демократия. Республика это, грубо говоря, больше власть институтов, там, федеральных, например. Поэтому всегда республиканцы выступают за государственность американскую, сильную, федеративную, да, и являются государственниками. Неважно, будь они Линкольн, был республиканец во время войны Севера и Юга, а демократы были южане, рабовладельцы, конфедераты. Или Трамп, который вроде как южанин, нам кажется, он опирается на так называемые кукурузные штаты, на штаты таких красных, значит, шей, красные реднеки, да, вот эти вот знаменитые, то есть такие как бы южане, казалось бы. Но это империалисты. То есть республиканцы это всегда концепция, что Америка great again, Америка будет снова великой. Какой она будет великой? Как главная страна мира, которая говорит другим странам, что можно, а что нельзя. Вот эта вертикаль авторитаризма глобального, это фундаментальная ось республиканского отношения к реальности. Республиканцы опираются на религиозное большинство. Это очень религиозные люди. Это не как бы религиозные. Просто кто не был в Америке, тут не понимает, о чем. Это люди, которые не пропускают богослужений каждое воскресенье, которые едут там в церковь, причем каждый может в свою ехать, вот городок. То, что мы называем практикующие христиане. Да, вот въезжаешь где-нибудь в Техасе, Техас по-нашему, в какой-нибудь американский провинциальный городок, и ты вот за несколько километров начинаются билборды вот эти вот. Иисус тебя любит. Если ты любишь Иисуса, а Иисус любит тебя, иди в церковь, там свидетелей, там, не знаю, второго пришествия. Следующий билборд, иди в церковь, там, Святого Евангелия. В одном городке может быть несколько церквей разных толков. Это все евангелические церкви, имеющие кальвинистское или там лютеранское происхождение, протестантские по преимуществу. Католиков там сильно не любят, честно скажу. Католики, несмотря на то, что Джо Байден католик этнический, это вот лишний раз доказывает мой тезис, что демократы, я про республиканцев говорил, они противостоят вот этой империалистической природе Америки. Демократы это глобалисты. И южане поэтому были демократами, потому что южане опирались на личную позицию там, вот, каждого человека, ведь в армии генерала Ли большинство не были сторонниками рабства. У них даже не было афроамериканцев, там, негров, да, как тогда говорили, да, в личной собственности. Еще большой Вирджиния. Ли отпустил своих рабов там, за несколько лет до войны, в отличие от генерала Гранта, его оппонента, командующего армией северян, который только после войны отпустил своих рабов на волю, на самом деле. Но что двигало южанами? Это ясно из романа Маргарет Митчелл, это ясно из произведений Фолкнера, это ясно из великолепных романов цикла вот этого английского писателя «Горящая земля», который описал там начало, как забыл его имя. Ими двигало вот ощущение, я это американец, у меня есть права, которые мне были дарованы отцами-основателями, и кто это там в Вашингтоне имеет право мне указывать, кого мне выбирать, кого не выбирать, и как мне тут быть делом. Да, я против рабства, говорили многие конфедераты, но эти янки, северяне,
империалисты, янки, это синоним считаете, не могут мне указывать, как мне быть. Это двигало, фактически, это была повстанческая армия, которая встала вот за такие принципы. И они были глобалистами. Почему? Как Максим, как конфедераты, южане, демократы могли быть связаны с глобализмом? Они там кукуруза где-то там вот сеют, там что-то... Хлопок там какой-то. Ну, потому что это были экспортные товары, потому что это были товары не для внутреннего рынка, а для внешнего. Хлопок шел в Англию, табак шел там в Германию, куда-то там во Францию, еще там куда-то шли, понимаете? И парадоксально в том, что Англия, которая воспринимала США как отколовшуюся колонию, да, часть себя, которая взбунтовавшаяся, она была за южан, за конфедератов, за демократов. Это тоже понятно, потому что англичане создали глобальный рынок и контролировали этот глобальный рынок, и демократы туда. А республиканцы производили сталь, это железные дороги, внутреннее там, оружие, машины паровые, которые, вот как сказал Маяковский, отсюда Европа рвалась на запад, пустив по ветру индийские перья, да, в своем знаменитом стихотворении «Бруклинский мост». Вот это конфликт, он и сейчас такой же. Просто республиканцы сместились на юг, как бы больше на юг, в лице Трампа, да? По мере индустриализации. Техас, да, про который ты сейчас говоришь, это мощный индустриальный могучий штат. А в Техасе очень интересная ситуация. Даллас за демократов, а Техас за республиканцев. Потому что Даллас это центр финансовый, где торгуют нефтью. Торгуют. Вот там, где деньги, выход на глобальные рынки, там демократы всегда. Где глобальный рынок, интересы глобализма, там демократы. Поэтому это принципиальная разница, демократ или республиканец. Да, внутреннее глубинное американское государство, все эти там миллионы, наверное, сотни тысяч юристов, выпускников Йеля, Гарварда, Принстона, Беркли, других, безусловно, великих центров учебных, великих, по-настоящему лучших университетов мира, по-своему. Какие-то там более демократические, как Принстон, да, какие-то более, там, может быть, такие консервативные, хотя, на мой взгляд, они сейчас все демократические, так или иначе. Ну, Ель, наверное, особняком стоит, он такой, производит элиту совсем такую мощную. Значит, но, да, они, конечно, направлены на то, чтобы не допустить того, что случилось в 19 веке, когда миллионы американцев легли в землю в ходе разборок между республиканцами и демократами, северянами и южанами. Миллион. Это еще не было пулеметов. И пушки у них были во время войны гражданской, которые ядрами стреляли. А были бы у них вот те пушки, которые тогда уже были в Европе, у Пруссии, допустим, или у Австрии, а это примерно одно и то же, которые вот во франко-прусской войне применяли немцы, то я думаю, что 2 миллиона было бы. И война была бы еще более жуткой, чем она была. А вот глубинное американское государство следит за тем, чтобы любой кризис не допустил повторения Геттисберга. Вот такого условного, это знаменитая битва, в которой как бы южане потерпели, конфедераты потерпели решающее поражение, такое неочевидное, но поражение, которое надрывало их силы, и после которого они уже проиграли эту гражданскую войну, которую они могли выиграть только авантюрой в начале в самой. Вот. Поэтому твои мысли правильные. Американское государство внутреннее, оно как бы отвечает за стабильность, но политика, внешняя политика и во многом внутренняя политика, конечно, различаются у двух партий принципиально. Есть там шутки, что это два башмака на одной ноге. Это шутка там кукрыниксов советской пропаганды. Ну, ха-ха-ха, но на самом деле это, конечно, не так совершенно. Демократы связаны с мировыми рынками, с финансовыми, с мировыми фондами. Демократы связаны с британскими элитами очень сильно, которые с британскими банками. Американские банки Уолл-стрита связаны с этим тоже. А республиканцы это вот то, что говорит Трамп. Вернем производство на территорию США. Почему они перенесли производство в Китай, адресуется он к демократам, и лишили рабочих мест сотни тысяч, миллионы американских граждан. То есть республиканцы выступают, и Трамп, с позицией, что мы, американцы, в совокупности образуем американскую нацию, американский народ, которые построили Соединенные Штаты. Соединенные Штаты это государство, каждый штат это государство, которое входит в договор
заключает, значит, федеративный договор фактически, передавая ряд полномочий там, стратегических в центр, в федеральный округ Колумбия. Он специально не является государством, он не штат, где находится Вашингтон. Он потому и называется федеральный округ. Потому что все вокруг штата. Рядом, значит, там Вирджиния, значит, там и так далее. Это государство, где губернатор обладает огромной, невероятной властью, где полицейские не могут на территории другого штата, вот, допустим, человек... У штатов есть своя армия, национальная гвардия Да. подчиняется губернатору. Ну, армии нет. Армия федеральная, национальная гвардия, она распределена территориально тоже, но в целом нет. У нее есть федеральная, но, в общем, там они имеют достаточно большие полномочия. Но, в общем, полицейский соседнего штата не может без разрешения суда вот этого штата арестовать зачастую человека на этой территории. Для этого надо... Там специально, если вы помните американские фильмы, это дело федералов. А федералов это другое. Это вот результат как бы договора по итогам гражданской войны. Поэтому и для внутренней американской политики это имеет огромное значение. Трамп говорит, демократы, глобалисты, которые подчиняют нас, свободных американцев, свободных людей, там, южан, северян, людей, которые вот владеют своей собственностью, на чем основывается американский вообще принцип свободы. Да? Вот я вот инвестировал там $100 во что-то, да, это мое. Это ты не можешь у меня отобрать. Более того, если я построил дом, это моя земля, ты даже будучи полицейским не можешь без ордера войти. В некоторых штатах человек может огонь открыть. Если полицейский, он его спрашивает, знаете, вот помните в фильмах, там, у вас есть ордер? Если полицейский вдруг ему скажет, да пошел ты, потом напишу. Человек открывает огонь, и суд его потом оправдывает. Он говорит, ну мало ли кто оденет форму полицейского. Ордер, подписанный судьей или прокурором, это другое дело совсем. А так просто мало ли кто там приходит, да. Поэтому для внутренней политики имеет значение. Демократы, как глобалисты, говорят, американская экономика самая сильная часть мировой экономики, поэтому мы должны накачивать Америку новыми людьми. Миграция. Зачем нужна миграция? В Америке что, не хватает рабочих рук с избытком? С избытком рабочих рук. Зачем нужна миграция? Новая экономика – это экономика цифры. Для цифры, чем больше толпа, которая окучена, охвачена этой цифрой, там, онлайновыми услугами, онлайновым бэнкингом, онлайновым кредитом, тем лучше. Мы знаем это по Москве. Вот. Я, как москвич, хочу, чтобы Москва была, там, не знаю, 6 миллионов. Но финансовые группы, которые правят Москвой и разворачивают, хотят, чтобы Москва была 30 миллионов. Потому что 30 миллионов абстрактных москвичей, это каждые 30 миллионов аккаунтов там, в Яндекс.Услугах, в других каких-то сетях, понимаешь, через которых можно вот получать финансовые деньги. Это не имеет отношения к моей жизни реальной. Вот я как москвич, я республиканец. А они демократы, которые говорят, точнее наоборот, я демократ, а они республиканцы. Понимаешь? Не, наоборот. Наоборот. Все-таки республиканец. Да, республиканец. Я говорю, моя родина, оставьте мне. Я не хочу это. Вот по-другому. А деньги, глобальный бизнес, он доминирует, он превалирует в этом вопросе. Поэтому они втягивают 15 миллионов мексиканцев, еще там 12 миллионов. Трамп говорит, куда нам это не надо. А они говорят, вот так устроена Америка. Каждый может приехать с целью стать счастливым. То есть получить работу, вложить деньги, инвестировать, заработать и так далее. Это достаточно важные различия в позиции. Дело не в том каком-то расизме. Там нет такого расизма, как нам это представляется. Там никто не оскорбляет мексиканцев. Ну, конечно, на личном уровне есть там фобия, естественно. Тоже свободная страна. И там человек может быть совершенно отмороженным злодеем и расистом. Его за это нельзя арестовать. Его можно, ну, если он, конечно, не применяет какое-то насилие или оскорбление, или угроз. С ним можно не общаться, его можно подвергнуть общественной обструкции. Можно сказать, этот человек расист, с ним нельзя общаться. Там, или сексист, или еще там что-нибудь такое. Но за это не арестовывают за слова. Вот они говорят, мы ничего против не имеем, мексиканцев, латиноамериканцы это достойные американские граждане, там огромное количество американских граждан латиноамериканцев. Ну зачем нам такие толпы новые? Какие такие необходимости рабочего места? Вон Детройт умер, фабричный Детройт, который старый рабочий класс, он исчез, он умер. Почему он умер? Потому что вы перенесли эти деньги, которые вкладывались в Детройт, в Китай, вы вложили в Китай, Трамп говорит. Здесь мы переходим на международные позиции.
Трамп говорит, вся мировая политика должна подчиняться интересам американского народа. Капитализм американский, который исходит не из социализма, естественно, социализм это ругательное слово для трампистов, по крайней мере, для республиканцев, который исходит из того, что капитал человек получает в ходе там, поколений. Вот, допустим, дед кого-то там, известно, вложил $1, получил $2, прошло там 150 лет, и эти $2 сейчас у этой семьи превратились там в 200 миллионов, там, или 200 миллиардов, допустим, или в 20 миллионов, или в 2 миллиона, или в 200 тысяч долларов. Понимаешь? Вот это вот, мол, капитализм. Каждый там действует в силу своей удачи, в силу своей чего-то еще такого. Но капитализм является американской сутью, который помогает Америке и американцам, гражданам США, имеющим особые права по отношению ко всему остальному человечеству. Если ты американский гражданин, у тебя особые права, возможности, права там и так далее. Жить и процветать. Честно говоря, американцы доказали это во время Второй мировой войны. Я упоминал уже книгу Макса Хейстингса, я ее прочитал, ее «Вторая мировая война. Ад на земле». Ад был везде, кроме США. На территории США Вторая мировая война это был рай. Это мгновенно были лишены все вопросы безработицы. Американские фермеры, которые вот у Стейнбека там грозди гнева выращивают, их там лишают земли, банки, в период с 41 по 45 стали очень богатыми людьми. Фермер, который смотрел с тоской в 39-м на свою там деляночку, на которой росли там 20 кукурузных стеблей, и думал, как мне прокормить мою эту самую, значит, девочку, которая там в Канзасе, которую вот ураган сейчас унесет в волшебную страну, да. В 45-м смотрел уже на 50 гектаров, густо засеянных кукурузой, с дешевым государственным кредитом или негосударственным. И полагал, ну отлично, вот сейчас вот эта кукуруза, она идет там на советским солдатам, например. Это же все покупалось, это же не бесплатно все давалось. Весь ленд-лиз американцы кормили все армии союзников. Английскую, французскую, американскую. Еще обували, одевали их. Обували, одевали, кожа, скот, мясо, тушенка. Америка разбогатела. И именно тогда многие сказали, ну вот он капитализм, пожалуйста, смотрите, вот его преимущество. Капитализм, это вот его преимущество. Тем более, что тогда правили демократы во время войны, между прочим. Он глобальный, смотрите, наше глобальное капиталистическое преимущество. Короче, они говорят, что капитализм, их американский, должен быть направлен на американцев, прежде всего, и на Америку. Интересы американских граждан и американского государства превыше всего. Это позиция республиканцев. А демократы говорят, Америка должна участвовать в глобальном рынке, интересы транснациональных корпораций, которые опираются на Америку. Там, ну, там, И которые в значительной степени американские. ну, транснациональные они, просто с американской долей большой. Они, мол, Или и созданы в Америке. всех остальных, они делают американцев не просто главной страной мира, а позволяет им контролировать глобальную вот эту вот экономику. Это очень важно. Относительно Украины то же самое. Я считаю, что ни демократы, ни республиканцы не имеют относительно Украины гуманитарных абстрактных идей, там мир, там, остановить Путина. А вообще все не так, я думаю. Я думаю, что там идет главная цель американцев, и тут совпадает цель республиканцев, демократов, это остановить Европу. Если Европейский Союз, как в 2013 году было задумано Путиным и Меркель, которые заявили в ноябре 2013 года, что Европа будет от французского Бреста до Владивостока, когда американцы это услышали, Пока не получается. у них волосы на лоб полезли. Пока не получается. Поэтому Виктория Нуланд приехала на Майдан не против России, а против Европейского Союза. Это надо важно просто понять эту мысль. Американцы сделали все. У них и у тех, и у других общий подход. Не допустить, чтобы Европа с Россией были взаимосвязаны в едином экономическом таком, ну, как бы в единстве и борьбе противоположностей. Европа это технологии, Европа это высочайший уровень социальной и банковской организации финансовой, да? Россия это огромные практически неисчерпаемые ресурсы. Европа, получившая доступ к ресурсам России и к энергетическим возможностям, ресурсам Украины,
которое она так в 2013 году, ну да, соглашение с ЕС Украина подписывает, Украина станет частью Европейского Союза. И республиканцы, и демократы тогда сказали, а нахрена нам это надо, американцам нам совершенно не надо. Чтобы Европа получила еще на халяву там 5 атомных электростанций украинских, Днепровский энергетический каскад, Донбасский уголь. Европа, потому что любая страна Европейского Союза, она, конечно, там станет параллельно страной НАТО, как правило, да, но она все-таки будет подчиняться Брюсселю и Еврокомиссии в экономических возможностях. Украина добавляла Европейскому Союзу невероятные просто возможности. Плюс Европа получала газовую сеть, которая начиналась от Суджи, и вот в Украине вот так вот шла. То есть огромные ресурсы, типа вот демократия. Просто вот эта страна хочет стать частью ЕС. Я всегда удивлялся, кстати, беседуя там с разными украинцами высокопоставленными в эпоху Ющенко, говорю, а что вы русский язык не сделаете вторым языком? Сделайте 2 языка государственные. Украинская мова и русский, и все проблемы будут решены. У вас сразу наступит мир, потому что язык это то, через что раскачивается Украина. Вы сами раскачиваете. Мне, допустим, Ирина Геращенко, на мой взгляд, ставшая абсолютной нацисткой сейчас, она была пресс-секретарь Ющенко, тогда говорит, нет, будет только одна украинская мова. Отвечает она мне на русском языке. Я тогда понял, почему. Потому что требование Европейского Союза, что в ЕС принимают только мононациональные государства. По жадности своей, они хотели, чтобы Украину сделать мононациональным государством, представить ее так, что русские, русскоязычные, там, другие, это, мол, национальное меньшинство, типа как фламандцы там. В Бельгии это эксклюзивный сам такой момент. Или каталонцы в Испании. Даже еще меньше. А в целом Украина это україномовна держава, яка іде до Европейского Союза. Да? Вообще, я должен сказать, что в Европе довольно много государств, отнюдь не мононациональных. Там есть хартия меньшинств, языков. Есть. Но это речь идет Которую, кстати, подписала Франция и не исполняет совершенно. Это речь идет о маленьких языках типа бретонского. А русский язык в Украине, согласитесь, это не бретонский. Понимаешь, да, Каталония, который, басков, смотри, как Испания. Каталония, когда каталонцы поднялись и провели референдум, руководители референдума были брошены в тюрьму, в Бельгии причем, понимаешь, и выданы испанскому правосудию. Та же Бельгия. Да, хотя казалось бы. А русская речь, русский язык, даже среди украинского населения, это вовсе не маргинальное, понимаешь, культурное явление было. Это 60% на 13-й год было территория Украины говорила на русском языке. Поэтому они вот сознательно лепили образ от жадности своей. Они хотели всю эту огромную УССР с Крымом, со всем туда вот вогнать Европейский Союз, и от имени Европейского Союза ездить там в Брюссель, быть чиновниками, управлять всем этим. Мысль понятная. Для этого надо было представить, что огромная многонациональная Украина, в которой есть еще венгры, в которой есть еще молдаване, буковины, да, евреи, в конце концов, понимаешь, она вот Евреи здесь ни при чем. Почему? Нет, это процентов 15-20, я думаю, населения Когда ты Украины. говоришь, речь идет о народах, которые на своей территории живут. Евреи-то, Украина это родина Ашкенази. Ну ладно, сейчас не А что, ну ладно, там они живут с 15 века как минимум, а кто-то говорит, что и со времен Хазарии, там с 6 века на территории Украины живут иудеи. Тоже родиной евреев сделаем. Хазары же оттуда пришли. Ну, да, родина определенных групп евреев и Северный Кавказ. Вернемся. У нас Соединенные Штаты, вот. И демократы. У республиканцев, демократов одинаково совершенно. Не допустить, чтобы это стало частью Европы и разорвать связи между европейцами и русскими. Этим объясняется позиция США одинаковая на самом деле в украинском вопросе. И смотри, вот все санкции, Путин недавно об этом сказал, были наложены Трампом. Но он начал их накладывать, потому что после 22 года они приобрели качественный иной Трамп характер. начал поставки джавелинов, начал Трамп при Трампе. Зеленского одиозного поставил Трамп. Поэтому изображать Трампа каким-то пророссийским человеком, который хочет прекратить войну, это, мне кажется, иллюзия. Трамп, причем нам приоткрыл завесу над своим планом. Я, говорит, нефть так обрушу, что Путину невыгодно будет вести эту войну. Это несколько иное. Обрушить нефть, это значит сделать американских нефтяников монополистами на мировом рынке.
И обрушить нефть, Кстати, это... к этому все идет. И помимо заявления Трампа, много сейчас аналитики идет экономической, которые считают, что ситуация очень похожа на 85-86 годы, когда саудиты приняли решение, ну, неважно под чьим давлением или самостоятельно, обрушить нефтяной рынок. Поэтому это может случиться даже и без Трампа. Обрушится нефть, подорожает газ, особенно Дай сжиженный. бог ему здоровья, я ничего не Я хочу уверен сказать. просто. И я не хочу, чтобы обрушилась нефть, кстати, совершенно. Ну, никто не хочет, но, видишь, Наверное, Трамп есть кто-то, кто угрожает. хочет. Ну, короче, относительно Украины у американцев нет сценария эскалации, на мой взгляд, неконтролируемой. Они не хотят войны с Россией. Их главная задача не допустить единства между Европой и Россией. Вот все идеи, что Россия стала бы там частью Европейского Союза, которые вполне были, на мой взгляд, возможны, несмотря на недавнее заявление Шойгу, главы Совбеза, что нас бы там разорили, изнасиловали, там, что он там сказал, там, ограбили бы. Это не так, по меньшей мере. Я думаю, что многие российские вожди бы стали вполне бы адекватно там, значит, политической частью европейского Вот пространства. о чем хотел я тебя спросить еще, знаешь? Вот. А американцы не хотят этого ни в коем случае. Но у них есть разница относительно внутриамериканского подхода, как я уже сказал, демократы, республиканцы. И глобально Трамп считает, что Китай, грубо говоря, обнаглел, используя американские деньги. Это его старая позиция. Да. Традиция. И он хочет поставить на место Китай, хочет поставить на место Иран, хочет помочь Нетаньяху, правым в Израиле, хочет реализовать на Ближнем Востоке соглашение Авраама, которое работает на республиканцев исключительно. Это просто их клиентура, Саудовская Аравия там, и так далее. В этом вот есть их подходы во внешней политике, это разные формы инвестиций. У республиканцев прямые инвестиции в конкретные там территории, в Саудовскую Аравию, например, или в Израиль. А у демократов инвестиции в некие транснациональные структуры. Вот конфликт между ними, это тоже конфликт между республиканцами и демократами. Поэтому я считаю, что это очень важный ключевой выбор. Что касается дебатов, у республиканцев есть проблема. У них очень яркие три лидера. Трамп, Маск и Карлсон. Яркие персонажи. И у них такое ощущение, что нет машины. У них нет машины даже до той степени, что в Трампа может какой-то юнец подняться и стрелять с крыши. А у демократов, наоборот, все безликие. Вот Байден это самое такое было лицо узнаваемое, но оно очень сильно уже постарело. Камала Харрис это вообще новый какой-то персонаж, как черт из табакерки, выскочила, прокурор Калифорнии. И ее сейчас накачивают, значит, узнаваемостью фактически. Ее главная проблема в том, что ее всегда считали как-то, ну, как бы никем. А ее накачивают. А у демократов, наоборот, машина. Электоральные машины, информационные машины, Голливуд за демократов, понимаешь? То есть, на самом деле, в конфликте республиканцев и демократов человеческое, которое символизирует Трамп, Большая Тройка, Трамп, Карлсон и Маск, против нечеловеческого, которое символизирует идеологически накачанные структуры демократов. Я тебе что хочу сказать, что вообще-то это было всегда, и это никогда не мешало республиканцам приходить к власти и держать Белый дом по 2 срока. Вот. Так что здесь, знаешь, о чем я хотел тебя спросить? И каждые эти 2 срока оборачивались какими-то ужасами. Пришел Буш, 11 сентября. Да, с одной стороны Бен Ладен там и так далее, с другой стороны мы до сих пор точно не знаем, в чем был мотив этого всего. Но факт остается фактом. Буш, который пришел после 8 лет клинтоновского жирного грабежа постсоветского пространства и соцлагеря, на котором демократы и связанные с ними структуры очень сильно поднялись и разбогатели. А потом приходит Буш, потому что просто шлейф скандалов, тянувшихся за Клинтонами и за демократами, превысил все возможные допустимые моменты, там, от сексуальных скандалов до разных еще, понимаете.
курил, но не затягивался, например. Там, это вранье американскому народу и все такое прочее. Доказанное вранье, кстати. Ну, есть вот, Но вот приходит Буш, есть та и не часть успевает Буш заехать. американского народа, который это сейчас уже все равно. Да, потому что такова человеческая память. Память толпы не очень долгая. Вот приходит Буш такой хороший, там, сын президента Буша тоже, к вопросу о демократиях. Знаете, как династическое правление. Дети, жены в Америке. Ну, ничего. Ничего, У жены конечно. не получилось. У жены не получилось, а у сына получилось. Бывший алкоголик, верующий, руководитель ЦРУ, между прочим, Буш. Значит, Ну, это старший руководитель. Младший тоже Младший имел алкоголик, отношение. да. Но он тоже имел отношение к этому ко всему. Приходит, и сразу 11 сентября, и афганская, иракская бесконечная война, которая только и запомнилась из всего 8-летнего правления Буша, по большому счету. Только Ирак, Афганистан и запомнился. Оттуда Фаллуджа, очередная травма, ужасающая, нанесенная американскому самосознанию, по поводу чего Голливуд снял уже там с десяток фильмов про несчастных мальчиков, которые по контракту уехали туда и попали в засаду где-то там между Багдадом и Басрой, понимаешь, например. Ну, проблем с набором армии Соединенных Штатов, тем не менее, не испытывают. Хотя она вся наемная, да? Я что хотел тебя спросить? Не испытывают. Не испытывают. Ну, конечно, нет. Огромные бабки и огромные Поэтому толпы. это огромные, американцев не напугало. огромные толпы. Вот латиноамериканцы приезжают какие-то, ничего не умеют, знаешь, ничего не знают, читать даже плохо умеют. Идут в армию и становятся полноценными Максим, гражданами. вот, Естественно, что еще деньги Я получают. тебе могу сказать, у меня было несколько разговоров еще в начале 2000-х годов, когда мне, как журналисту-международнику, который освещал первую войну в заливе, у меня были разговоры с нашими людьми, которые писали международные темы, достаточно молодыми, которые говорили: ну что ты, американцы, они же такой народ, как только первые 4 гроба придут из Персидского залива, так там все бросятся на улицы, никто не полетит воевать, все бросят оружие. Я пытался людям каким-то образом напомнить просто историю из советских школьных учебников о том, что американцы в 17 году, когда решили все-таки в Первую мировую войну, они за полгода создали 1,5-миллионную армию из добровольцев и отправились воевать и сражались получше, чем французы и англичане, которые защищали свою землю. Ну, это было связано с Лузитанией. Не в этом дело. У американцев есть, Хестингс указывает на этот момент, американцы не вступили бы во Вторую мировую войну. Америка была против войны с Германией, их не волновал нацизм, их не волновало то, что это в Европе, если бы не Перл-Харбор. Это огромная ошибка. Это огромная ошибка Гитлера, что он объявил войну Америке. Нет. Напомню, что не Америка объявила войну Гитлеру. Ну, она бы объявила ее, не Да, ну фактически Гитлер объявил войну Америка и американцы, их президент был настолько умнее дураков в Токио и в Берлине, что он сделал так, что они сами влезли в войну с тем, кого не могут победить. А есть такая версия, что это англичане, потому что Хирохита и японцы были связаны с Англией. Значит, они еще больше... Что это англичане, которые испытывали большие проблемы в Малайи, Бирме, в Сингапуре, позорные проблемы, чтобы втянуть американцев, которые не хотели втягиваться в войну, организовали через свою японскую агентуру Перл-Харбор. Максим, американцы, вот ты говоришь о том, что если... Ямамото, это, между прочим, который атаковал Перл-Харбор, был военным атташе в Америке, может, он завербован был тоже. Ему сказали: Ямамото, организуй нападение. Есть Америка, которая голосует за демократов, есть Америка, которая голосует за республиканцев. Это не одна Америка. Вот одна Америка хотела вступить и в Первую, и во Вторую мировую войну. Ей не давала другая Америка. И одна пересилила другую. Так вот, и тем не менее, во Вторую мировую войну, это то, что я объясняю сейчас не тебе, я объяснял тогда своим коллегам. Во Вторую мировую войну американцы вступили, за год создали 15-миллионную армию, военно-морской флот, который они построили за время войны, который составляет столько же, сколько все военно-морские флоты, построенные за все время существования человечества, создали атомную бомбу, накормили, одели, обули английскую и советскую армию и задушили и Токио, и Берлин на востоке.
с Америкой. Америку не пугают ни 4, ни 4 тысячи, ни 400 тысяч гробов. Это страна, построенная с оружием в руках. Агрессивная страна. Страна, которая привыкла захватывать. С ней шутить и думать, что это сборище камевояжеров или сарубов, нельзя. А теперь я соглашусь с тобой и одновременно поправлю. Значит, во-первых, Я и говорю только для того, чтобы ты меня история поправила. беспощадна. История Хейстингс это подчеркивает. Даже воюя с немцами, американцы практически единогласно были за войну с Японией, потому что японцы посмели первыми напасть на американцев. Они нанесли жертву. Но даже на 45-й год американцы 40 с лишним процентов не понимали, почему мы воюем с Германией. И война с Германией вообще была непопулярна у американцев, как это ни странно. И это факт социологии. Что касается того, что они там всегда хотели воевать, американцы... Они были всегда готовы воевать и не боялись ни Американцы потерь, ни в 1945 году, в середине 20 века, да и сейчас, считаются антиимпериалистами. Я когда говорю «американская империя», что сказал, что они в гражданской войне, причина которой многим в мире до сих пор непонятно, чего они сцепились, они 1 миллион человек положили. Значит, была причина. Значит, как понятно абсолютно. Ну, тебе мне власть понятно? федерального, это власть, это демократы, книги, республиканцы. Вот такие толстые, откроешь, Ну, чего им непонятно. А я сцепились? тебе объясняю, демократы, республиканцы, это понятно, республиканцы это государство, демократы это люди. Это война между людьми, повстанцами, южанами и государством, которые символизировали северяне, за республиканцы. государство-то стало 1,5 миллиона человек, которые взяли оружие в руки, из которых пошли примерно 800 бились тысяч насмерть. это ирландцы, которые приезжали, не владея английским языком, которые прямо на кораблях подписывали Это контракт. не так, это не Подожди так, секунду, это не это так. Это не так. Подписывали контракт, шли туда Были такие на люди, юг но даже это не так. и потом становились американскими Не, гражданами. это не так. По-твоему, значит, на севере никто не понимал, за что там ирландцы Нет, воюют почему многие, в нашей форме, так нет, что ли? многие понимали. Многие понимали, Это не так. но вот эти вот преимущества в людях было за счет того, что Север постоянно подпитывался иммиграцией из Европы. Каждый иммигрант, мужчина, приезжая в Европу, мог подписать контракт, одеть синий мундир, идти и стать американским гражданином, минуя грин-карт, минуя велфер, минуя все эти процедуры. Это искажение фактов, которые упрощает историю и делает из американцев дегенератов. Тогда, нет, не делает тогда совершенно. Вообще непонятно, кто и как построил эту огромную, мощную страну, с которой нам, россиянам, тесно сейчас на этом земном шаре. Страна стала мощной после того, как по итогам гражданской войны ограбила весь мир. Да? Американцы сделали очень важные 2 момента. Во-первых, они поразили в правах командующих армией южан. Ли, например, благороднейший, достойнейший человек, но они не проводили расправы. Расправы были на местах, и это описано в американской литературе, в кинематографе, когда там гонялись там, за особо отчаянными конфедератами, некоторые ушли, там, потом освоение Запада началось. Но в целом расправы над проигравшими не было, как красные расправлялись с белыми. По итогам гражданской войны они приняли очень важное решение консенсуса и строительства единой нации. Еще раз говорю, лидеры, офицеры, генералы южан были поражены в правах. Им нельзя было становиться там губернаторами, президентами, особенно президентами. Ну, все правильно, ты говоришь. Это лично говорит о том, что Америку строили они очень умные после этого, люди. ну да, конечно. Не надо их считать дураками. Я не любые, знаешь, опасно. Люксембург и Лихтенштейн тоже Это строили очень не дураки. опасно. Причем тут что за фраза, что за мысль такая сложная? Очень умные люди. А какую страну, которая... Лихтенштейн строили умные люди, но ты посмотри на ее место на карте. Посмотри на место на карте. Ты зачарован американской мощью, я тебя понимаю. Она зачаровывает, я ей тоже зачарован во многом. Мощь боюсь, чтобы был правильно. Ну, а я ее анализирую. Короче, конечно, зачарован и боюсь этой мощи. Потому что еще раз, с того, с чего я начал, между Америкой, американским президентом и Господом Богом только российские ракеты. Не знаю, правда, сколько их осталось. Поэтому я ее боюсь, конечно. Еще раз? Между Соединенными Штатами, Белым домом и Богом только российские ракеты. Очень патриотическая позиция, но я так не думаю. Я думаю, что между Белым домом и Богом вообще нету никакой связи. И там ракеты даже и не нужны особенно. Потому что их действия это действия
в интересах князя мира сего, а не в интересах Господа Бога, который не является князем мира Ну, сего. это дискуссия Князь по мира большинству. сего – это сатана. Поэтому вообще всякий, кто претендует на власть над миром, заключает соглашение с сатаной. Это позиция Христа. Это не только моя позиция, даже не столько моя. Вообще не моя, это позиция Христа, которую я разделяю и поддерживаю. У меня тут очень принципиальный подход, но завершая нашу очень интересную, важную такую, скажем так, попытку вот как бы разжевать, можно так сказать, допустим, в каком-то Увидите смысле. лес за деревьями. Да. Я могу сказать, да, могучая страна, да, мощная страна. Между республиканцами и демократами есть фундаментальная разница, которую я объяснил, империалисты и глобалисты. В целом, у тех и других, что касательно конкретных территорий, часто стратегии совпадают. Вот, стратегия на евразийском пространстве – не допустить единого пространства между Европой и Китаем. Не допустить. Это их общая стратегическая цель. Разница в том, что демократы говорят не допустить прямого, но мы хотим менеджментом быть этого пространства. У демократов с Китаем нормальные отношения, демократы выгоднее России, как сказал президент Путин, именно потому что они стоят сверху над этим, над всем. Демократы с Европейским Союзом тоже договорятся, и они говорят, да, вы, пожалуйста, между собой стройте шелковый путь, но мы будем, как говорится, инвестировать в него и будем там акционерами, Да. мажоритарными. Семафоры установлены. Мажоритарными акционерами. Да, это, Миша, всех устраивает, пожалуйста. Да, хотелось бы самим, но так как-то проще. А республиканцы говорят, не, мы не позволим вам построить никакой шелковый путь. Мы вот все в Америку, весь мир сходится на Америке. Америка свет в окошке, европейцы должны платить за НАТО. Европейцы, мы не допустим, чтобы они получали из России эти ресурсы. Мы не допустим, чтобы Европа получила Украину на халяву просто так. Часть Украины какую-то, западную Украину, ну кому она нужна? Там ничего нет на западной Украине, кроме пшеницы, кукурузы и Карпат, понимаешь? Им нужна же не западная Украина Европе, им нужны... хотя там есть Ровенская электростанция, Львовская, по-моему, атомная. Там есть атомные электростанции, 2. Но, в общем, это не тот приз. И республиканцы говорят, нет, Китаю мы не позволим создать такую могучую Евразию, Хартленд. Они руководствуются этим принципом Маккиндера. Кто, значит, контролирует Хартленд, то есть центр Евразии, мы об этом говорили, тот контролирует весь страну, мир. да. Да. А демократы говорят, мы не хотим контролировать, мы хотим вот инвестировать, и чтобы наши инвестиции были защищены. Еще более просто я вот это объяснил. Ну, видишь как. Это фундаментальная разница, которая несет для народов как последствие совершенно разную судьбу. Видишь, как ожесточенность споров такова, что уже второго человека с оружием ловят, который якобы где-то там рядом бродил. Могут с и убить Трампом. Трампа. Ненависть там, взаимная ненависть очень велика. Человек не может противостоять современному информационному обществу, если не включает дополнительные механизмы внутренней интеллектуальной рефлексии. Большинство людей не способны к этому, и поэтому информационное общество просто такую печать, матрицу создает в сознании человека. Трамп враг, Трамп зло, Трамп зло, Трамп зло. Тем более в одном из романов Стивена Кинга «Мертвая зона», помнишь, Да, там да, описан да, этот да, эпизод, когда этот экстрасенс видит, что этот президент, придя к власти, станет погибелью мира. Идет и пытается его убить, а тот прикрывается девочкой, да, и все понимают, какой он мерзавец, например. Мне интересно, вот американцы как будто движутся по сюжетам написанных книг и сценариев. Ну, это так же, как Франция, она такая же, как в фильмах комедийных, которые снимают сами французы. Да. Спасибо большое Максиму. Как всегда, фонтан идей, прекрасно сформулированных, необычных. Можно посидеть и подумать после этого. Даже можно полистать какие-то книги. Вы потом внимательно постарайтесь вспомнить и, может быть, разыскать авторов, которых Максим сегодня упомянул. А так, спасибо вам за внимание. Напомню, это была передача «Точка кипения» на канале «Вестник Кавказа». Я Эльмар Гусейнов, ведущий, с Максимом Шевченко. Сегодня обсуждали, а что же может быть, если в Соединенных Штатах победит, и мы ставим многоточие. Спасибо, до свидания. Максим, спасибо огромное.